Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня будем вязать такую лисичку. Мы ее собираем на 1 сентября. Итак, что нам потребуется для вязания? Плюшевая, белая и оранжевая пряжа. Затем глазки 16 мм, носик 13 мм, черная нить для вышивания мордочки. Еще черная плюшевая пряжа. Затем мы будем вязать съемное школьное платьишко. У нас белый верх, темно-синий низ. Сзади оно застегивается на 2 пуговках. И рюкзак, он тоже снимается, открывается внутри. Для него тоже потребуется пуговка. Также вам потребуется крючок размер 4 и 2. Приступим к вязанию. Начнем вязать руки. Набираем 2 воздушные петли. Один, 2. И во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем соединительный столбик в первую петельку. Делаем петлю подъема, затем провязываем 1 столбик, прибавка. Один столбик, затем вяжем прибавку. Один столбик, прибавка. Один столбик, прибавка, затем соединительный столбик. Петля подъема, вяжем в 3-м ряду 2 столбика, прибавка. Сюда же провязываем столбик, следующую петлю, столбик, затем прибавка. Опять столбик, еще 1 столбик, прибавка. Два столбика и прибавка. Делаем соединительный столбик. Четвертый, 5-й ряд вяжем по 12 столбиков без накида, не делая ни прибавки, ни убавки. В конце 5-го ряда нужно сменить нить на оранжевую. Провязываем 2 ряда самостоятельно. Я провязала 5-й ряд. Сейчас у меня здесь 12 столбик. Берем оранжевую нить и последний столбик провязываем оранжевой нитью. Так, затягиваем ниточки. Теперь нужно сделать соединительный столбик. Черную нить можно обрезать, кончики связываем. Так, кончики связала. Начинается 6-й ряд. Делаем петлю подъема. Сюда же маркер я переставлю. Сюда же вяжем столбик, следующий тоже столбик.
А с 6 по 18 ряд мы вяжем по одному столбику из каждой петли, то есть без изменений. Всего по кругу у вас должно быть 12 столбиков. В конце каждого ряда делаем соединительный столбик, затем петлю подъема. Вяжем самостоятельно 13 рядов. Вот такая ручка у вас должна получиться. Наполняем холофайбером до середины и вяжем вторую ручку. Затем эти руки будем ввязывать в тело. Начинаем вязать хвостик. Набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем соединительный столбик. Следующий ряд, петля подъема, ставим маркер и вяжем 1 столбик прибавка. 1 столбик, следующую прибавка. 1 столбик, прибавка. Эту комбинацию делаем еще раз и в конце делаем соединительный столбик. Начинаем вязать третий ряд, делаем петлю подъема, затем провязываем 2 столбика и прибавка. 1, 2, прибавка. Эту комбинацию повторяем 2 раза, у нас по кругу 12 столбиков. 4-5 ряд провязываем без изменений, то есть из каждой петли вывязываем 1 столбик. Вяжем 2 ряда самостоятельно. В 6-м ряду вяжем 2 столбика убавка. 1, 2, затем поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем их вместе. Это и есть наша убавка. Вяжем эту комбинацию до конца ряда, и в конце у нас должно быть по кругу 9 столбиков. Это моя последняя убавка. Берем нить основного цвета и провязываем 2 петельки вместе. Подтягиваем все и в конце делаем соединительный столбик. Белую нить нужно обрезать, кончики связать. Дальше продолжим оранжевой нитью. В 7-м ряду вяжем петлю подъема, затем из одной петельки 1 столбик. Провязываем 9 столбиков самостоятельно. И в конце делаем соединительный столбик. Делаем петлю подъема, затем вяжем 4 столбика и убавку. 1, 2, 3, 4, убавка, и до конца ряда нам остается провязать 3 столбика. 1, 2, 3 и соединительный столбик. Наш ряд закончен. У нас по кругу 8 столбиков. Далее будем вязать без изменений на ту длину хвостика, который вы хотите в итоге получить. Я провязала еще 2 петли смещения после соединительного столбика. Теперь провязываю хвостик за обе стенки. Так, 1, 2, 3,
3 и 4. Все, наш хвостик готов. Вот. Обрезаем ниточку, вытягиваем и прячем внутри хвостика. Вот мой хвостик. Наполнителя внутри нет, потому что он вот так толстенький. Но если вы хотите, то можете наполнить хвостик холофайбером немного. Далее его будем ввязывать в тело. Вяжем мордочку. Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Две воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем делаем соединительный столбик. Во втором ряду делаем петлю подъема, провязываем 2 прибавки, то есть сюда же вяжем 2 столбика из одной петли, в следующую петельку опять 2 столбика, далее вяжем 2 столбика без накида, то есть по одному столбику в каждую петлю. Затем опять вяжем 2 прибавки. У нас по кругу 10 столбиков. В конце делаем соединительный столбик. Петля подъема, вяжем прибавка 1 столбик 2 раза, прибавка 1 столбик, прибавка 1 столбик. Далее вяжем 2 столбика без накида, 1, 2, и повторяем комбинацию 1 столбик прибавка 2 раза, 1 столбик прибавка, 1 столбик прибавка. И делаем соединительный столбик. В следующем ряду вяжем петлю подъема, затем провязываем 14 столбиков без накида, то есть из одной петельки вяжем 1 столбик. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Пятый ряд. Провязываем также 14 столбиков без изменений. В конце делаем соединительный столбик. Наша мордочка готова. В нее нам нужно вставить носик. И во время пришивания необходимо набить мордочку холофайбером. Вяжем до конца самостоятельно, оставляем длинную нить для пришивания. Начнем вязать лапки. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Делаем 2 воздушные петли и провязываем во вторую петлю от крючка 6 столбиков. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Делаем соединительный столбик. Туда, где у нас начиналась первая петля. Вот таким образом. Теперь ставим маркер и вяжем 6 прибавок. Сначала вяжем петлю подъема, затем сюда же прибавку. Следующую прибавка. Далее вяжем по кругу, из каждой петельки вывязываем 2 столбика. У меня уже 3 прибавки. 4, 5, 6. И делаем соединительный столбик. То есть у нас здесь остается одна петелька, которая переходит в петлю подъема. И в следующую нам нужно провязать соединительный столбик. Второй ряд закончен. Вяжем третий ряд. 1 столбик, прибавка, петля подъема. Сюда же провязываем 1 столбик, следующую прибавка, один столбик, прибавка. Так вяжем до конца ряда. У нас по кругу должно выйти 18 столбиков. С 4 по 5 ряд вяжем петлю подъема, затем из одной петли провязываем 1 столбик, то есть провязываем без изменений 2 ряда самостоятельно. В 6 ряду вяжем 6 столбиков, 3 убавки и 6 столбиков, петля подъема, сюда же провязываем столбик, далее 2, 3, 4, 5, 6. Затем делаем 3 убавки подряд, поднимаем передние стенки 2 петелек, провязываем их вместе. Это одна прибавка. Следующая опять передняя стенка одной петли, передняя стенка другой петли, вяжем вместе. Вторая прибавка и осталась нам третья прибавка. Далее провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем соединительный столбик. Вот у меня одна петля подъема, и вот в эту петлю я соединяюсь. Сейчас у нас по кругу 15 столбиков. Вяжем 7-8 ряд по 15 столбиков. 2 ряда провязываем самостоятельно. Затем нам нужно поменять нить на основной цвет.
Сейчас у меня не провязана последняя петелька в 8 ряду. То есть я вот уже вытащила нить. Сейчас покажу. Вот 14 петель у меня было. Затем вот 15. И теперь берем нить основного цвета и провязываем эти 2 петли рыжим цветом. Затем делаем соединительный столбик в петлю, которая расположена над нашим маркером. Кончики нужно подтянуть, обрезать и связать. С 9 по 15 ряд мы вяжем по 15 столбиков, то есть 7 рядов провязываем без изменений. Из одной петельки 1 столбик. Вяжем самостоятельно. В конце каждого ряда делаем соединительный столбик, а в начале одну воздушную петлю. Вот такая ножка у меня получается. Вам нужно провязать еще одну такую же, и на второй ножке нить нужно оставить, потому что мы будем вязать тело. Соединительными столбиками я вяжу, чтобы у меня не было ступенчатого перехода. То есть, видите, вот здесь у меня ровно меняется цвет. А при спиральном вязании вот здесь образуется ступенька. Делаем петлю подъема, затем вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Затем 2 воздушные петли. После 2 воздушных петель нам нужно найти боковую сторону второй ножки. Вводим крючок, цепляем нить и провязываем столбик. Затем вяжем по кругу. Второй, это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 столбик. Затем мы доходим до наших 2 воздушных петель и в них провязываем по столбику. То есть 1, и вот второй столбик. Далее вяжем по ноге до конца ряда. У нас по ножке должно быть 11 столбиков. Вяжем самостоятельно. В конце ряда я сделала соединительный столбик. У нас по кругу 34 столбика. В следующем ряду вяжем. Следующий ряд вяжем без изменений. Петля подъема. Затем провязываем из одной петли 1 столбик. В конце делаем соединительный столбик. Вяжем 18 ряд, делаем петлю подъема, затем провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Затем вяжем 2 прибавки. 1, 2 столбика, это одна прибавка. 1, 2, это вторая прибавка. Далее по ножке вяжем до этого места и также делаем прибавки. Сейчас скажу, сколько у меня получилось столбиков. Я провязала 15 столбиков, дошла до вот этого вот места, где у нас ножки соединялись,
И провязываем 2 прибавки. 1, 2. Далее до конца ряда вяжем столбики без накида. Начинаем вязать 19 ряд. Делаем петлю подъема, затем сюда же провязываем столбик и вяжем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Затем вяжем одну прибавку. 1, 2. Далее вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, и мы дошли до боковой стороны. Сюда делаем прибавку. То есть после 9 столбиков без накида вяжем прибавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида и делаем прибавку. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем делаем прибавку. Теперь вяжем столбики без накида. Еще 9 столбиков. Вяжем самостоятельно и потом делаем прибавку. И в конце ряда нам остается провязать 2 столбика без накида. 1, 2 и соединительный столбик. Сейчас у нас по кругу 42 столбика без накида. Начинаем вязать 20 ряд, делаем петлю подъема, затем провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Берем наш хвостик и ввязываем 4 петельки хвостика, вяжем вместе с 4 петельками тела. Вводим крючок в крайнюю петлю и в петельку тела. Захватываем нить, провязываем вместе. Теперь вторая петелька. Повторяем процедуру. Третья. И последняя, четвертая. Вот наш хвостик. Теперь вяжем до конца круга, до конца ряда столбики без накида. В конце делаем соединительный столбик. В 21 ряду делаем петлю подъема, вяжем 6 столбиков, прибавка 1, 2, далее делаем прибавку. Эту комбинацию повторяем до конца ряда, у нас по кругу 48 столбиков. С 22 по 26 ряд вяжем без изменений, то есть из одной петли провязываем 1 столбик. У нас по кругу сейчас 48 столбиков. Начинаем вязать 27 ряд. Петля подъема, 6 столбиков и убавка. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем убавку, поднимаем переднюю стенку первой петли, переднюю стенку второй, провязываем вместе. Эту комбинацию вяжем до конца ряда. У нас по кругу должно получиться 42 столбика.
тело вы можете сейчас наполнить холофайбером. 28 ряд вяжем 5 столбиков и убавка. Делаем петлю подъема, затем провязываем столбики. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь поднимаем передние стенки двух петель, провязываем их вместе. Это наша убавка. Эту комбинацию вяжем до конца ряда еще 5 раз, и у нас по кругу 36 столбиков. В 29 ряду провязываем 36 столбиков без накида. Вяжем петлю подъема, и затем из каждого столбика вывязываем, из каждой петли вывязываем один столбик. В 30 ряду вяжем петлю подъема, затем 4 столбика и убавка. 1, 2, 3, 4. Затем поднимаем петли передней стенки двух петель, поднимаем и провязываем их вместе. Эту комбинацию вяжем до конца ряда, и у нас по кругу 30 столбиков. С 31 по 32 ряд провязываем по 30 столбиков в каждом ряду. В 33 ряду вяжем 3 столбика и убавка. Делаем петлю подъема, затем вяжем 1, 2, 3, затем убавка. Поднимаем передние стенки двух петель и провязываем их вместе. Так вяжем до конца ряда. У нас по кругу должно быть 24 столбика. Тело не забываем наполнять холофайбером по мере вязания. В конце 33 ряда сделали соединительный столбик. Затем нам нужно провязать 5 столбиков для смещения. 1, 2, 3, 4, 5. И затем делаем соединительный столбик. В следующем ряду будем ввязывать руки. Делаем петлю подъема, затем сюда же провязываем столбик, затем второй, третий. Так мы вяжем до того места, чтобы у нас начали ввязываться руки. Я провязала всего 4 столбика от начала ряда. Теперь буду ввязывать руки. Руки должны размещаться у нас вот так вот посередине тела. Так, берем руки, крючок продеваем в первые 2 петельки, то есть по одной петельке с каждой стороны. Затем вводим в петельку туловища. Захватываем ниточку, хорошенько подтянем все и провязываем столбик. Берем следующие 2 петли рукава, 2 петли руки, опять продеваем в петельку тела и провязываем вместе. Продолжаем выполнять эту процедуру, пока у нас не будет вязана вся рука. То есть у вас по руке должно получиться 6 столбиков. Так, 2 столбика провязаны, теперь 3 столбик. Вводим в петли рукава, в петли туловища, подхватываем вот ниточку, вытаскиваем и провязываем вместе. Следующие 2 петли руки, затем петелька туловище, подхватываем вместе и провязываем. Далее опять 2 петельки руки, подхватываем и провязываем. И последняя у нас осталась
петелька туловища, провязываем все вместе. Вот мы ввязали руку одну, теперь до следующей руки провязываем столбики без накида. Я провязала 6 столбиков без накида, и теперь возьму еще одну ручку и буду ее также ввязывать. То есть 2 петли руки, петелька туловища, вот складываем пополам, вводим крючок, 2 петли руки, затем цепляем петельку туловища и провязываем все вместе. Столбик. Опять 2 петли руки, петелька туловища, провязываем все вместе. Таким образом продолжаем ввязывать ручку до ее завершения, то есть вот до этого места, и затем до конца ряда вяжем столбики без накида, в конце делаем соединительный столбик. Руку я ввязала, мне осталось провязать 2 столбика без накида. 1 и 2. И затем сделать соединительный столбик. Итого у нас по кругу 24 столбика. В следующем ряду вяжем петля подъема, затем повторяем комбинацию 2 столбика убавка 6 раз. 1, 2, затем убавка, поднимаем передние стенки 2 петель, провязываем их вместе, далее опять 1, 2, убавка, повторяем эту комбинацию еще 4 раза и в конце делаем соединительный столбик. Теперь нам нужно последнюю петельку, где у нас шла убавка, провязать белым цветом. Так, все затягиваем хорошенько, затем провязываем соединительный столбик уже белой нитью. Кончик оранжевой нити обрезаем и связываем ее с белой. В 36 ряду вяжем 1 столбик и убавка белой пряжей. Сделали петлю подъема, затем вяжем столбик, убавка, поднимаем передние стенки 2 петель, провязываем убавку. Эту комбинацию мы вяжем 6 раз. И у вас по кругу должно быть 12 столбиков. В 37 ряду вяжем комбинацию 1 столбик, прибавка. Делаем петлю подъема, затем сюда же вяжем 1 столбик и прибавка, то есть из одной петельки вывязываем 2 столбика. 1, сюда же 2, опять 1 столбик и прибавка. Эту комбинацию повторяем еще 4 раза, и у нас по кругу должно быть 18 столбиков. 38 ряд делаем петли подъема, затем вяжем 2 столбика, и прибавку.
Затем повторяем эту комбинацию еще 5 раз, и у нас по кругу должно быть 24 столбика. В следующем ряду вяжем комбинацию 2 столбика и прибавка. Петля подъема, провязываем 1 столбик, 2, затем прибавку, то есть 2 столбика из 1 петли. Эту комбинацию нам нужно повторить еще 7 раз. По кругу у нас должно получиться 32 столбика. Вяжем 40 ряд, делаем петлю подъема, затем провязываем комбинацию 3 столбика, прибавка 8 раз. 1, 2, 3. Теперь вяжем прибавку. Так, 1 раз мы уже комбинацию провязали, 7 раз вяжите самостоятельно. У вас по кругу должно быть 40 столбиков. В 41 ряду вяжем комбинацию 4 столбика, прибавка 8 раз. Делаем в начале ряда петлю подъема, затем провязываем 1, 2, 3, 4. Теперь вяжем прибавку. Первый столбик и второй. Эту комбинацию повторяем еще 7 раз. У нас по кругу будет 48 столбиков. С 42 по 45 ряд, то есть 4 ряда, вяжем по 48 столбиков. Из 1 петли провязываем 1 столбик. Вяжем самостоятельно. В конце 45 ряда будем делать смену нити. Я провязала 45 ряд, 46 и 47 вяжем 48 столбиков, но уже оранжевым цветом. Это последняя петелька 45 ряда. Я ее провязываю оранжевым цветом, подтягиваю нить, затем делаю соединительный столбик. Белую можно отрезать, кончики нужно связать. И затем вяжем полкругу без изменений, 48 столбиков. 2 ряда вяжем самостоятельно. Я провязала 46 и 47 ряд. Так выглядит моя голова. Но я хочу еще довязать 1 ряд 48 столбиков. А затем начнем делать убавки. Начинаем вязать 49 ряд, 6 столбиков и убавка. Делаем петлю подъема, затем вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. Поднимаем передние стенки 2 петель, провязываем их вместе. Эту комбинацию повторяем еще 5 раз, и у нас по кругу должно быть 42 столбика. В конце не забываем сделать соединительный столбик. 50 ряд вяжем петлю подъема, затем комбинацию 5 столбиков, убавка 6 раз. Первый раз провязываем со мной и 5 раз провязываем самостоятельно. У нас 1 столбик, 2, 3, 4, 5. Теперь делаем убавку. Комбинацию мы закончили. Мы закончили первый раз вязать комбинацию. У нас по кругу в конце должно быть 36 столбиков. Вяжем самостоятельно. Начинаем вязать 51 ряд. В 51 ряду вяжем комбинацию 4 столбика и убавка. 1 столбик, 2, 3, 4. Затем делаем убавку. Поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем их вместе. Эту комбинацию нужно повторить еще 5 раз, и у нас по кругу 30 столбиков. Забыла сказать, голову нужно наполнить холофайбером. Глазки мы поставили между 47 и 48 рядом.
между глазками расстояние, так, 1, 2, 3, 4, 5, 5 столбиков. Следующий ряд делаем петлю подъема, вяжем 3 столбика и убавка. 1, 2, 3. Теперь делаем убавку. Вяжем эту комбинацию еще 5 раз самостоятельно. 53 ряд. Вяжем петлю подъема, 2 столбика и убавку. Эту комбинацию повторяем 6 раз. 2 столбика я провязала. Теперь делаем убавку. Таким образом. Вяжем эту комбинацию еще 5 раз, и у вас по кругу должно получиться 18 столбиков. В ряду вяжем комбинацию 1 столбик и убавка. Сделали петлю подъема, затем вяжем 1 столбик, и убавка. Поднимаем передние петли, передние стенки 2 петель и провязываем вместе. Эту комбинацию вяжем еще 5 раз, и у нас по кругу должно получиться 12 столбиков. В следующем ряду будем вязать 6 убавок. Голову заполните холофайбером, чтобы у вас не было никаких пустых мест, и затем провязываем 6 убавок самостоятельно. После этого будем стягивать отверстие. Начинаем стягивать отверстие. Кончик нити вдели в иголочку, и теперь вводим иголку за каждую петельку и затягиваем отверстие. Такую процедуру проделаем до тех пор, пока у нас отверстие не станет незаметным. Затем нужно нить зафиксировать и спрятать в голове. Я взяла белую нитку, ввожу иголочку снизу и вывожу ее в уголок глаза. Кончик оставляем, затем иголочку вводим в другой уголок глаза и выводим в соседнем столбике. Подтягиваем, затем ниточки нужно связать. Так, я завязала кончики, теперь опять вводим иголочку в соседний столбик и выводим в уголок глаза. Так. Затем в другой уголок глаза выводим в соседнем столбике. Вот так. Затягиваем глазки до нужной степени, кончики связываем и прячем в голове. Я начала пришивать мордочку, то есть захватываем петельку головы и петельку мордочки. Так, пришивать начала снизу, дошла до вот этого края и затем наполнила носик холофайбером. Дальше я продолжу пришивать, потом ниточки закреплю и спрячу. Нам останется связать и пришить ушки. Начинаем вязать уши. Набираем 2 воздушные петли, 1, 2, и во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем делаем
соединительный столбик, петля подъема, провязываем 1 столбик и прибавка. Ставим маркер, столбик, прибавка. Еще раз столбик, прибавка, и в последний раз столбик, прибавка. Теперь делаем соединительный столбик. Начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду делаем петлю подъема и вяжем комбинацию 2 столбика, прибавка. 1, 2, прибавка. Эту комбинацию повторяем еще 2 раза. И у нас по кругу должно получиться 12 столбиков. Когда будете провязывать последнюю прибавку, нить нужно поменять на оранжевый цвет. Провязываем последний столбик прибавки. Затем ниточки подтягиваем и вяжем соединительный столбик. Ниточки нужно связать, вернее белую сначала отрезаете, потом кончики связываете и 4-й ряд провязываем без изменений, то есть 12 столбиков. Из одной петельки 1 столбик. В 5-м ряду вяжем петлю подъема, затем комбинация 3 столбика и прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Эту комбинацию нужно повторить еще 2 раза, и у нас по кругу будет 15 столбиков. В 6-м ряду вяжем 15 столбиков, то есть из каждой петли провязываем по 1 столбику. Вяжем без изменений самостоятельно до конца ряда. В 7-м ряду делаем петли подъема, затем вяжем 4 столбика и прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. Эту комбинацию вяжем еще 2 раза, у нас по кругу 18 столбиков. Делаем в конце соединительный столбик, деталь складываем пополам и провязываем за обе стороны столбики без накида, вот таким образом. Так вяжем до конца, у вас должно получиться 9 столбиков. Затем уши пришиваем к голове. Я пришила ушки, так, в кадр не влазит. Вот ушки, вышила мордочку. Брови у меня, расстояние между бровями 5 столбиков. Так, по длине 4 столбика в длину и 2 вниз. Потом мордашка, от носика 1 столбик и по сторонам по 2 столбика. Моя лиса готова. Сейчас будем вязать для нее платье. Начинаем вязать платье. Берем пряжу любого цвета и крючок размер 2,0. Набираем 59 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Продолжаем так вязать, пока у нас не будет 59 петель. Я набрала 59 воздушных петель. Теперь в 8-ю петлю от крючка провязываем столбик с 1 накидом. Делаем накид, считаем вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. То есть в эту петельку
Вставляем крючок, вытягиваем нить, провязываем 2 петельки и еще 2. Это столбик с одним накидом. Опять накид, вытягиваем нить, провязываем 2 петли и еще 2. Накид, вводим крючок в петельку, вытаскиваем нить, провязываем 2 вместе и еще 2 вместе. Таким образом вяжем до конца нашего ряда. А вот это у нас петелька для пуговки. Довязали до конца воздушной цепочки. У нас получилось 52 столбика с одним накидом. Теперь делаем 3 воздушные петли. Разворачиваем наше вязание. И вяжем 2 столбика с одним накидом. Делаем накид, вот эту петлю пропускаем. Вводим крючок в следующую. Первый столбик с одним накидом. И в следующую вяжем второй столбик с одним накидом. Вот. Далее нам нужно провязать прибавку, то есть 2 столбика из одной петли. Первый столбик я провязала, второй столбик. Затем мы вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Теперь вяжем 12 прибавок подряд. То есть из одной петли нам нужно провязать по 2 столбика с одним накидом. Вот моя первая прибавка. Вторая. Третья. Вот так у вас должно получиться. То есть вот отсюда выходит 2 столбика, вот вторая наша прибавка и вот третья наша прибавка. Далее вам нужно провязать еще 9 прибавок. Итого у нас должно быть 12 прибавок подряд. 12 прибавок я довязала. Теперь вяжем комбинацию 4 столбика с одним накидом, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый. И теперь вяжем прибавку, то есть 2 столбика из одной петли. Провязываем комбинацию 4 столбика с одним накидом, прибавка, еще 2 раза самостоятельно. После комбинации вяжем еще 11 прибавок. То есть каждую петлю провязываем по 2 столбика. Вот первая прибавка. Вторая. И еще 9 прибавок вяжем самостоятельно. После прибавок вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Затем вяжем прибавку. Первый столбик, второй. Затем вяжем еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 петли подъема и разворачиваем наше вязание. Теперь вяжем 9 столбиков с одним накидом. Вот эту петельку пропускаем, в следующую вяжем первый наш столбик. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9. Теперь нам нужно набрать 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Затем мы должны присоединиться. Сейчас скажу, в какую петельку. Пропускаем 20 петелек и вяжем 21 столбик с одним накидом. То есть у вас должно получиться рукавчик такой. Далее мы вяжем 20 столбиков с одним накидом. То есть это у нас первый столбик мы провязали. Теперь второй, третий. Вяжем так самостоятельно из одной петельки один столбик с накидом. Затем снова будем делать 5 воздушных петель. Я провязала 20 столбиков с одним накидом. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Затем опять пропускаем 20 петелек. И в 21 вяжем столбик с одним накидом. То есть вам нужно пропустить 10 прибавок. И начать в 11 прибавку вязать. Так. Далее нам нужно провязать 10 столбиков с одним накидом. Я 3 провязала. Это 4, 5. Вяжем так до конца ряда и затем делаем 3 петли подъема. Начинаем вязать 4 ряд. 3 петли подъема мы уже сделали. Теперь вот эту петельку первую пропускаем, во вторую вяжем прибавку. То есть 2 столбика с одной петли. После прибавки 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Прибавка. 3 столбика. 1, 2, 3. Затем вяжем еще один столбик. Теперь мы дошли до наших воздушных петель. На воздушных петлях у нас их 5. Нам нужно провязать 2 столбика, прибавка и 2 столбика. Вяжем накид, первый столбик, второй, прибавка, теперь в оставшиеся 2 петли провязываем по одному столбику. 1 и 2. Далее вяжем столбик, теперь мы должны провязать комбинацию прибавка 3 столбика 2 раза. Вяжем прибавка, три столбика, 1, 2, 3, опять прибавка, 3 столбика, 1, 2,
3. Теперь 2 столбика. 1, 2, 3 столбика, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 3 столбика. 1, 2, 3, прибавка. Теперь столбик с одним накидом. Мы дошли до воздушных петель, вяжем 2 столбика, прибавка и 2 столбика. 1, 2, прибавка. 2 столбика. 1, 2. Так, теперь начинаем вязать 1 столбик с одним накидом. Так, столбик с одним накидом, затем 3 столбика, прибавка 2 раза. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1 столбик в воздушной петли, столбик из воздушных петель. Теперь вяжем 7 воздушных петель, это для пуговицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваем наше вязание. В следующем ряду мы вяжем 11 столбиков с накидом, прибавка. Повторяем комбинацию 5 раз. Делаем накид, вводим крючок сразу в первую петельку, провязываем столбик. Вот наше отверстие для пуговки. Первый столбик провязан. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь делаем прибавку. Повторяем комбинацию еще один раз самостоятельно.
Чтобы наши прибавки располагались одинаково на двух половинках платья, нашу комбинацию необходимо немного изменить. Сейчас вяжем 5 столбиков, прибавка 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вяжем прибавку. Далее 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем прибавка 11 столбиков. Прибавка. Теперь 11 столбиков. 1, 2. Вяжем самостоятельно эту комбинацию и затем повторяем ее еще раз. То есть вы сейчас довязываете 11 столбиков, потом вяжете прибавка 11 столбиков. Вот будем вязать комбинацию 5 столбиков, прибавка 5 раз. Сейчас у нас воздушные петли заменяет 1 столбик. Значит, эту петельку пропускаем, в следующую вяжем второй столбик, 2, 3, 4, 5, следующую прибавка. Так, теперь повторяем эту комбинацию еще 4 раза. 5 столбиков и прибавка. Провязала я комбинацию еще 4 раза. Теперь вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Затем вяжем комбинацию прибавка 5 столбиков с одним накидом 5 раз. Прибавка. Далее вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. Так, наш белый верх провязан. Теперь нужно ниточку поменять на темно-синий. У нас школьная форма темно-синяя. Из-за этого я возьму синий цвет и вот здесь вот эту вот последнюю петельку провяжу синим цветом. Кончики нужно будет связать, потом спрятать их в вязании, и следующий ряд провязываем столбиками без накидов, без изменений от одного конца до другого. Я сделала одну петлю подъема. Теперь разворачиваем наше вязание. Эти ниточки будем прятать в вязании и вяжем. Цепляем наши ниточки таким образом и провязываем столбик без накида. Затем в следующую петлю опять столбик без накида. Таким образом вяжем до конца. Я закончила вязать ряд.
Набираем 3 воздушные петли, разворачиваем вязание, затем делаем еще одну воздушную петлю и вяжем столбик с одним накидом. Так, первую петельку пропускаем вот эту, следующую вяжем столбик с одним накидом. Опять воздушная петля, сразу же в следующую вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. То есть у вас должны получиться вот такие дырочки. Вяжем до конца, воздушная петелька и столбик с накидом. Я довязала до конца ряда. Теперь соединим наши концы платья. Здесь у меня идет столбик из воздушных петель. Я провязываю соединительный столбик в него. Вот что у вас должно получиться. Затем делаю 3 воздушные петли подъема. 2, 3. Теперь вот в эту арочку провязываю 2 столбика. 1, сюда же 2, затем делаем 2 воздушные петли, затем опять сюда же вяжем еще 2 столбика, 2. Вот что у нас должно получиться. Затем в следующую арочку мы вяжем столбик с одним накидом. Вот. Далее опять 2 столбика. Мы должны сюда, то есть вот мы эту провязали. Здесь 1 столбик. Сюда опять вяжем 2 столбика, воздушные петли и 2 столбика. Так, 2 столбика мы провязали, 2 воздушные петли и сюда опять же 2 столбика. 1, 2. В следующую арочку вяжем 1 столбик. Далее опять вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и опять 2 столбика. И дальше в следующую арочку вяжем 1 столбик с накидом. Вот что у меня получается. Надеюсь, видно. То есть в первую мы вязали 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. В следующую мы вяжем 1 столбик. Дальше опять 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. В следующую вяжем столбик, 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. И в следующую вяжем столбик. Повторяем до конца ряда. Я сделала в конце соединительный столбик, потом 3 петли подъема. Теперь вяжем 2 столбика с одним накидом вот в эту арочку. Затем 2 воздушные петли и опять 2 столбика с одним накидом. Теперь делаем 2 воздушные петли и в следующую арочку опять вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика, 2 воздушные петли и затем опять провязываем 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика в следующую арочку. Вяжем до конца ряда самостоятельно, в конце делаем соединительный столбик. Ряд закончили, сделали соединительный столбик, набрали 3 воздушные петли подъема, затем провязали вот там, где у нас
арочка. Мы вяжем столбик, 2 воздушные петли, столбик, затем 1 воздушная петля. Там, где у нас отверстие было, 1 столбик, 1 воздушная петля. Сейчас покажу, как это вяжется. Так, вот наша арочка. Я провязала 1 столбик, делаем 2 воздушные петли, провязываем сюда же 1 столбик. Затем делаем воздушную петлю. Теперь в эту дырочку вяжем 1 столбик, 1 воздушная петля. Теперь в арочку вяжем столбик, 2 воздушные петли, сюда же столбик, 1 воздушная петля, столбик, 1 воздушная петля. Теперь в арочку столбик, 2 воздушные петли, опять в арочку, 1 воздушная петля, столбик, дырочку, 1 воздушная петля, и так повторяете комбинацию до конца ряда, и в конце делаем соединительный столбик. Вот что у вас должно получиться. Я завершила свое вязание, вытащила ниточку, зафиксировала ее и спрятала. Потом пришила пуговички и одела платье на лису. Так. Вот так сейчас выглядит наша лисичка. Теперь свяжем для нее рюкзак. Начинаем вязать лямки. Для лямки нам нужно набрать 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем самостоятельно. Набрали 30 воздушных петель, во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. 1, в следующую 2, 3. Так вяжем до конца. В конце нить обрезаем и вытягиваем. Наша лямка готова. Таких лямок нужно 2. Чтобы связать дно рюкзака, нам нужно набрать 16 воздушных петель. Набираем обычным способом. 1, 2, 3. Продолжаем. Я набрала 16 воздушных петель, во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Продолжаем вязать столбики без накида. Нам необходимо провязать еще 13 столбиков самостоятельно. В последнюю петлю провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. По обратной стороне провязываем 13 столбиков без накида. В последнюю петлю провязываем 2 столбика. 1, 2. Затем делаем соединительный столбик. Первый ряд закончен. Вяжем петлю подъема. В эту же петельку провязываем прибавку. 1, 2. Затем вяжем 13 столбиков без накида. Далее вяжем 3 прибавки. Первая, вторая, третья. Затем вяжем 13 столбиков без накида самостоятельно. Теперь вяжем 2 прибавки. Первая, вторая. И делаем соединительный столбик. Наш ряд закончен. Итак, я связала второе донышко
На первом я кончик нить обрезала, на втором продолжаю вязание. Так, что я сделала? Соединительный столбик, затем отсчитываем наша первая петелька, вот вторая и третья. Затем продеваем ниточки от лямок внутрь нашего донышка. Лямки размещаем лицом к лицу, к этому донышку. Ниточки я продела через 2 петельки и связала их пока на один узелок. Затем пропустила 7 столбиков и то же самое проделала со второй лямочкой. Если вы их вот так сложите, то они располагаются симметрично от края. Теперь нам нужно взять второе донышко, прикладываем его друг к другу, делаем петлю подъема, вот ввели крючок в первую петельку, в такую же петельку на втором донышке, провязываем их вместе. Теперь следующая петелька, петелька от второго донышка. Опять провязываем их вместе. И третья. Провязали их с донышком. Теперь здесь у нас располагаются лямочки. Вводим крючок. У нас лямочка близко стоит. Вот лямочку, крайнюю петельку захватываю, затем ввожу ее сразу в петельку донышка и подхватываю петельку второго донышка и провязываю их вместе. Затем опять ввожу крючок в петелечку лямки, затем в петелечку донышка первого подхватываю петельку второго донышка и провязываю вместе. Вот что у нас должно получиться. Затем я вяжу 7 столбиков до следующей лямочки. Провязываем сейчас 7 столбиков самостоятельно. Я дошла до нашей второй лямки. Опять вводим крючок в крайнюю петельку лямочки. Затем в петельку нашего первого донышка подцепляем петельку второго и провязываем вместе. Также поступаем со второй петлей. Вот таким образом я провязала. Дальше вяжем по кругу столбики без накида. Сейчас вы можете наше донышко раскрыть и вот эти вот ниточки от лямок связать на 2 узла. Затем эти кончики можно вот так спрятать в донышке и обвязать полностью. В конце делаем соединительный столбик. С 4 по 9 ряд вяжем 38 столбиков с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли. Затем сюда же провязываем столбик с одним накидом. 1, в следующую 2, 3. Так вяжем по кругу, в конце делаем соединительный столбик. Вяжем 6 рядов самостоятельно. Я провязала 6 рядов. Вот что у меня получается в данный момент. Теперь начала 10 ряд вязать. В 10 ряду делаем 3 петельки подъема. Затем провязываем 9 столбиков с одним накидом. После этого делаем
одну убавку. Вводим крючок в одну петельку, провязываем 2 вместе, затем в другую петельку опять 2 вместе провязываем. У нас на крючке осталось 3 петли, провязываем их вместе. Далее вяжем столбики с одним накидом. Я провязала 17 столбиков. Теперь буду снова делать убавку. Ввожу крючок в петельку, ввожу нить, провязываю 2. Теперь у меня остается 2 петли на крючке. Опять делаю накид, ввожу крючок в петельку, вытаскиваю и провязываю опять 2. У меня на крючке 3 петельки, провязываю их вместе. Это наша убавка. Теперь мне осталось до конца ряда провязать 8 столбиков. Вяжем самостоятельно. В конце делаем соединительный столбик. Начинаем вязать следующий ряд. Делаем 3 воздушные петли, затем провязываем столбик с одним накидом в эту же петельку. Вот. Затем делаем одну воздушную петлю, делаем накид, пропускаем одну петельку, в следующую вяжем столбик с одним накидом. Вот, в следующую еще один столбик, воздушная петля, одну петельку пропускаем, в 2 следующие вяжем по одному столбику, воздушная петля, петельку пропускаем, в следующую вяжем столбик и еще один. То есть мы делаем небольшие дырочки для нашего шнурка. 2 столбика, 1 воздушная петля сверху, а снизу пропускаем петельку. Опять 2 столбика, 1 воздушная петля сверху, снизу мы пропускаем. И опять 2 столбика. Так вяжем до конца нашего ряда. В конце делаем соединительный столбик. В следующем ряду мы будем провязывать столбики без накида. Делаем 1 воздушную петлю. Затем сюда же вяжем столбик без накида. Следующую столбик без накида в арочку. Затем 2 столбика. Теперь провязываем 1 столбик в арочку. Затем нам нужно взять лямку, захватить петельку лямки, потом вводим ее в петельку, где у нас были столбики, провязали столбик без накида, берем вторую петельку лямки, вводим ее во вторую петельку нашей сумки. Вот что у нас должно получиться в итоге. Лямку мы одну захватили. Далее вяжем в арочку 1 столбик, 2 столбика, опять в арочку, 2 столбика провязываем, затем в арочку. Теперь наши лямки берем, цепляем 1 петельку лямки, петельку сумки, провязываем столбик без накида. То же самое делаем со второй петелькой, петелька сумки, петелька лямки, и все вместе провязываем. Далее вяжем до конца столбики без накида. Я провязала ряд до конца. Теперь мне нужно сделать 3 соединительных столбика. 1, 2,
3. Теперь вяжем столбик, вернее вяжем одну воздушную петлю и в следующую провязываем столбик без накида. Дальше еще столбик без накида. Сейчас мы будем вязать поворотными рядами. Так, я уже провязала 3 столбика. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, от лямок у нас 2 столбика от лямок. 13 и 14. Затем делаем 3 воздушные петли, разворачиваем наше вязание, вот эту петельку пропускаем, вяжем следующую, столбик с одним накидом. Далее провязываем до конца наших столбиков без накидов предыдущего ряда столбики с одним накидом. Вяжем самостоятельно. 3 петли подъема. Теперь делаем убавку. Вот эту петельку пропускаем первую. Вяжем 2 петельки вместе, затем опять накид, вводим крючок, выводим нить, 2 петли вместе, и теперь у нас 3 петельки на крючке, их провязываем вместе. Теперь до конца нашего ряда, вернее не доходя 3 петелек нашего ряда, в конце вяжем столбики с одним накидом. Я провязала 8 столбиков с одним накидом. Теперь делаем убавку. И провязываем столбик из воздушных петель, 1 столбик с накидом. Вот что у нас должно получиться. Теперь делаем 3 воздушные петли, разворачиваем вязание, также вяжем в начале убавку 1 и в конце 1 убавку. Не доходя 3 петелек до конца, вяжите столбики с одним накидом, затем делайте убавку и 1 столбик. Вяжем самостоятельно. Я довязала ряд до конца, сделала 1 воздушную петлю, развернула вязание. Теперь вяжем 2 столбика без накида, затем 4 воздушные петли. Пропускаем снизу 4 петельки, 1, 2, 3, 4. Следующую вяжем столбик без накида и провязываем еще 2 столбика без накида. Теперь вяжем 1 воздушную петлю, разворачиваем вязание, делаем в начале убавки, затем вяжем по воздушным петлям по столбику без накида и в конце также делаем убавку и последний столбик. Вяжем самостоятельно. Наш рюкзак готов. Я отрезала нить, вытянула ее. Теперь ее нужно будет спрятать в вязании. Здесь вам нужно пришить пуговичку
и связать шнурок для вот этих вот дырочек, чтобы сумочку стянуть. И в принципе все. Шнурок вяжется воздушными петлями на необходимую длину и продевается таким образом, чтобы узелок можно было завязать спереди. Для шнурка я набрала 60 воздушных петелек. Я закончила вязать рюкзак, пришила пуговку, вот мой шнурочек вдела, завязала его, затянула. Вот так выглядит рюкзачок. Теперь примерим его на лисичку. Вот так рюкзак смотрится сзади. И вот так спереди. Свяжем бантики, набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Теперь делаем накид и в самую первую петельку провязываем столбик с одним накидом. Опять накид, туда же вяжем столбик с одним накидом. То есть все столбики будем провязывать в первую петельку. Так, 2 столбика мы связали. Сейчас будет 3. Затем делаем 3 воздушные петли и соединяемся в первую петельку. Вот наша одна сторона бантика готова. Набираем опять 3 воздушные петли и провязываем 3 столбика в нашу вот в эту первую петельку. 3 столбика с одним накидом. Затем также вяжем 3 воздушные петли и соединительный столбик делаем в первую петельку. Нить вытягиваем, обрезаем, обматываем вокруг нашей серединки и связываем кончики. Наш бантик готов. Теперь его нужно пришить или привязать к голове. Я буду располагать вот таким образом. Если вы будете пришивать, то обычными швейными нитками можно пришить бантики вот так. Если вы хотите привязать, тогда вводите крючок где-то через 2 столбика, привязываете их и нитки от бантика прячете внутрь головы. Вот такая лисичка у нас получилась. Сзади у нас рюкзачок. Надеюсь, у вас получился такой же результат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.